это страсть. Ты чужой. И просто кричал в истерике. До сих пор мурашки по коже. Мой продукт зависит от рук людей. Как они могли эту булку так испечь? Божественно. На свече пишешь рецепт, ты Нет. нашел. И на меня все смотрели. О, это, Кстати, наверное, такой позор. От меня в один день ушли все сотрудники. они меня не сломают. Всем привет, меня зовут Александра Менская, и мы на Кипре. Именно здесь 5 лет назад я основала компанию Alive Film Productions. За это время мы прошли длинный путь, создали сотни видео, делали большие международные проекты, снимали в разных точках мира и, конечно же, здесь, на этом потрясающем острове. Развивая Alive Film, я встречала много интересных людей, моих коллег и клиентов, у которых есть чему поучиться. Это люди, которые вдохновляют меня и всю нашу команду на такое грандиозное развитие. И теперь я хочу вас с ними познакомить. Поэтому мы с ребятами из Alive Film снимаем первый выпуск моего YouTube-канала про интересных людей, талантливых предпринимателей, потрясающих творцов, которые живут здесь, на солнечном Кипре. Про людей, которые вдохновляют на то, чтобы мечтать и продолжать двигаться, несмотря ни на что. Ты для меня такой образец, знаешь, такого настоящего, трушного, такого предпринимателя, который Спасибо. начал с азов, да? Изучил профессию от и до, потом в какой-то момент решил, что я хочу делать что-то свое, что-то по-своему. Точно. И теперь ты можешь в любой момент встать на место любого своего сотрудника, ты знаешь свое дело от и до. Ты много раз рассказывал, что ты жил в Бельгии. Да. Но ты никогда не рассказывал, как ты попал в Бельгию. Расскажи. Да, это 2000-х, началом, когда я проживал в Узбекистане, в городе Ташкенте. У меня оба родителя были предприниматели. Отец у меня был, как же это правильно назвать по-русски, agriculture, как это... Занимался сельским хозяйством. Вот, да. Фермер. Фермер. Да. А мама была по профессии швея, и она занималась бизнесом, возила каракулевые шубы с Узбекистана, да. В 90-е годы она у меня была такая женщина, просто огонь. Она сама начинала с корней этот бизнес, никто еще тогда этим не занимался. Это было очень тяжело. И в конечном итоге они развелись, и моя мама решила поехать в Европу, начать новую жизнь. И вот так я попал в Бельгию в 13 лет, как бы. Конечно, было очень тяжело, потому что я на родине вел себя как бы иначе, жили иначе. Я был такой сынок мажор, знаешь, Ты у нас был как мажор. бы, да. Я Понятно. был испорченный ребенок, который никогда не знал трудностей, как бы. Нет, Бельгия меня очень сильно исправила. Надо было помогать, я начал на выходных подрабатывать. Какая у тебя была первая работа? Слушай, у меня была первая работа, я мыл посуду. Да? Я уборщицей работала в 13 лет. Я в 13 тоже лет, я мыл посуду в столовой одной большой, где кушало в обед 350 человек. На определенный день я вижу передачу, короче, по телеку. Мы сидим, смотрим с отчимом моим передачу, и там показывают все мишленовские рестораны и отели. А сколько тебе лет было? Мне было лет 15 где-то в таком возрасте. Да. И я все это вижу, и я, говорю, как я хочу так работать.
И как раз отчим говорит, а у нас, говорит, классная кулинарная школа здесь неподалеку есть. Я говорю, да ладно. Сразу же в октябре я нахожу подработку на выходных. Я учился с понедельника до пятницы. В пятницу вечером я уезжал в ресторан, прям со школы, с рюкзаком. Меня там кормили, я переодевался, и я начинал с официантом. Я работал пятницу, и там была комната. Мне выделили комнату в ресторане, я там спал. В субботу целый день я 2 шифта, обед, ужин прорабатывал. В воскресенье вечером я приезжал домой, делал уроки и с понедельника опять в школу. Где-то года 2 назад уже было. Помнишь, Илон Маск запускал этот автомобиль в космос? Да. Это все было как шоу такое, знаешь, он запустил эту машину. Спорили с Мироновым, с Женькой Мироновым. И он говорит, боже мой, ну это же такая показуха, зачем вообще это нужно, да, это же просто фар, ну так это просто шоу. Я говорю, Женька, ты не понимаешь, это так круто, что он это делает как шоу, потому что сидит какой-нибудь мальчик где-нибудь там, не знаю, в Вологде, да, в Кирове, и он смотрит на это шоу и видит эту романтическую такую красивую картинку и решает, займусь-ка я физикой, да? Или займусь я там, не знаю, там, не знаю, математикой. Да. И вот, и все, и у него это начинается. И поэтому мне кажется, что это очень важно, это надо показывать. Да, это точно. Я вот, представь, что вот я когда сидел, я видел эти белые перчатки, подносы, колпаки, и вот люди там все красиво одеты. Музыка, это была французская передача, я как никогда не забуду, и там показывали, знаешь, там одну сторону показывают всю красоту, потом сразу показывают... Бэкстейдж. Да, показывают бэкстейдж, как дети должны вставать в 6 часов утра, как они встают, протирают глаза. Ну, то есть у тебя, в принципе, не было... У меня не было иллюзий, что эта профессия была какая-то там вау. Да. Я всегда понимал, что это одна из самых тяжелых профессий. Приехали, мы поставили наш вагончик космический. Слушай, ну пойдем, да, показывай. Пойдем вовнутрь, давай аккуратно. Мы его еще можем спускать на гидравлике, но сейчас мы это не будем делать, потому что чтобы он пониже был, и так удобнее было заходить. Сашу не забудь, Хорошо, оператора, не закрывай перед ним дверь. Так, заходим, ходим, оп, зашли. Сначала, чтобы ты не запачкалась там в соусах и так далее, надевай. Что, я буду прям готовить что-то? Ну нет, ты не будешь готовить, но я такой... подписывалась. Нет, я буду готовить. Что ты сегодня будешь готовить? Сегодня я приготовлю вам азиатские хот-доги. Что это значит? Мы сделаем из булочек на пару, маринованной свининой и курицей. Все начиналось очень просто. Я работал в одном большом ресторане, не буду называть это имя тоже. А почему ты его не называешь? Ну, я могу назвать, мне почему? как бы... Ты же любишь конкуренцию, Костя, Ну, согласен. Я начинал в 2016 году, когда открывали второй раз Lighthouse, меня пригласили туда шефом. Ну? Я проработал 2,5 года в Lighthouse. Да, в Lighthouse на побережье. Ну и мы как бы расстались с этим заведением на хорошей ноте. Я сидел дома, и мне начали постоянные звонки. Типа, Константин, там вас приглашают, мы слышали, что вы больше не работаете в Лайтхаусе и так далее. Я отказывался, и в определенный момент ко мне приходит мой друг семьи. Он занимается тоже бизнесом, организацией и так далее. Ты его прекрасно знаешь. Это наш общий друг. Ваня, Иван. Ваня, привет! Ваня, привет! И Ваня мне тогда говорит, вот ты дома сидишь, делать нечего. У меня есть компания, которым нужно делать обеды. Ваня, кстати, слушай, он такой вообще ангел для многих бизнесов. Да, когда мы только начинали, первый, наверное, заказ мне пришел именно от Вани. Да, Ваня, он спасибо рассказывал. тебе. Ты наш ангел-хранитель. Да. И Подожди, извини. Ваня Еремея, агентство Events for You. Во! Да, ну рассказывай. И он так как бы меня поддел, говорит, а что это типа слабо что ли тебе, на 3 всего человек? И я тогда сижу, думаю, да блин, мне все это разводить, где я это сделаю, у меня нет кухни. Он говорит, Кость, ты, говорит, готовишь для себя, для жены, вас 2, а это 3, говорит, человека, что ты не можешь, говорит, каждый день пообедаем делать. И чтобы ты понимала, через некоторое время эти обеды переросли 50 обедов в день.
Это я делал. И все на кухне? И все на сам? своей кухне, все сам. Я поехал в Электролайн, закупил экстра морозильник. Сколько часов в день ты готовил? В 6 утра я вставал, делал почти полузаготовки уже были, я все это жарил, варил и так далее. И в 11:30 я уже развозил это в компании людям на обед. Ты еще и сам развозил? Сам развозил. развозил. Ты был один? Вначале я это делал один, но когда у меня переросли обеды, естественно, помогали уже и супруга, и тогда мне очень много помогала моя теща. Да ты Это что? было вообще такая... Она тоже это готовила? Она у меня супер вообще готовит. Я работал в ресторане Гомио. Гомио это то же самое, параллельно идет Мишлину, только это Гомио, а это Мишлин. Там баллы, а в Мишлине звезды. Когда я помню, в этот момент я там работал, у нас был банкет. Наш шеф был в клубе 33 мастер-шефа Бенилюкса. Угу. Но этот клуб существовал с 80-х, и поэтому там уже было не 33 шефа, а 63. И у них была лотерея. Каждый год, кто вытащит бумажку, в том ресторане они справляют этот годовой банкет. Да. И наш шеф вытащил бумажку в его ресторане. Но это была радость. Для него это была радость. А вы? Но для нас... Ну, представь, что ты готовишь для клиента, который может быть далеко от Мишлина, от вот этого всего. А ты готовишь для топовых шефов, они просматривают все твои детали. В 12 часов, когда ты заканчиваешь полностью весь свой сервис, Да. ты должен был идти со всей командой наверх, переодеваться все чисто, белое, с колпаками и выйти в зал. И весь вечер мне сушеф говорил: мы сейчас выйдем, и если они встанут, будут аплодировать, значит, у нас все было вкусно. Ну и? А если они, говорит, будут сидеть, значит, жди, говорит, волну критики, которая пойдет индивидуально. Они будут спрашивать, кто вот это блюдо делал. И должен был человек, который ответственный, О, встать. это, наверное, такой позор. Да. Тебя Переварили обсуждают. яйцо там или еще О. и так далее, и так далее. И мы выходим, и я вижу в толпе 3 азиата. И я так на них смотрю, а они меня увидели. И они не знали, что у нашего шефа азиат работает. И они встали и первые начали хлопать. Ну, Поддержали, наверное, меня, я не знаю. Они может встали. быть, им действительно да, понравилось. может быть. Ну, я Скорее думаю, что мы всего. там ничего мы не облажались, наверное, на тот момент. Но все было очень... Они когда встали и начали Вот этот аплодировать, момент, у меня аж да. до сих пор мурашки по коже, потому что это... Вот этот момент был, когда это было признание. Знаешь, вот призвание, то есть, когда ты получаешь его не просто на словах, а вот именно на деле. сколько языков ты знаешь? Ты же жил в стольких странах. Да, ну, смотри, я родился в Узбекистане, разговаривал с детства в доме на русском. Так как я кореец, Да. я знаю только матершинные слова на корейском. Ну ты что, ты не знаешь корейского? Я не знаю корейского, потому что я учил корейский до 2 класса. Помню, в каком-то 90-м запретили преподавать корейский язык в русских школах. И корейский на тот момент у меня остановился. А примитивный домашний, мы никогда его не использовали. Ну, меня привезли в Бельгию в 13 лет. И там я выучил французский, голландский, здесь английский и сейчас греческий. Ну, греческий я не хочу обманывать, это примитивно, я могу полностью использовать его на кухне. Это принеси это, порежь то и так далее, и так далее. Но ты себя чувствуешь, ты кем себя ощущаешь, кем ты себя считаешь? Корейцем? Кто ты по национальности? Кореец. 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 Смотри, В крови, ДНК, я кореец. когда мы готовились к интервью, Угу. у нас продюсер Нисо, ну ты знаешь Нисо, Мгм. она наполовину кореянка. Да. И она мне рассказала такую вещь, о которой к своему стыду я не знала. На самом деле про геноцид корейского народа в России. В каком Что, году? оказывается, в 1937 году 200 тысяч Вывезли в поездах. этнических корейцев, да, вывезли в поездах. И Нисо рассказывал про то, что ее дедушка рассказывал, как они ехали вот в этих вагонах. А нам в бабушки которых рассказывают. Тебе тоже это рассказывали? Конечно, это все наши предки. Мы, получается, если я не совру, 4-е поколение. Мы После 4-е этого. поколение после этого. Что тебе рассказывали? Вот у Нисо дедушка ехал в этом вагоне, где ехали
лошади, без двое суток, без еды, без воды, их вывезли, их вывозили. На станции, когда поезда незаселенные останавливались, районы. людей выкидывали. Почему я много об этом знаю? Потому что в том поезде были наши бабушки и дедушки с моей папиной стороны и с маминой. Они все были в том поезде. И вот я, получается, постоянно слышал вот эти все истории. У бабушек, у дедушек они собирались, они постоянно. Самое, что интересное было, что нам действительно передавали это из поколения в поколение. И мы, получается, были раскиданы по всему СССР, и нас называли детьми мира. На тот момент, я сейчас не могу говорить, я вспомнил кое-что. Дай сигарету, Наташа. Момент, когда я подумал... Ну, хочешь, докури. Нет. Когда я подумал, что вот эту всю кашу, когда я приехал в Бельгию, и я вспоминал своих бабушек и дедушек, и вот эта вот интеграция с чужом народе, это была такая история просто, знаешь, как ты единственный, ты чужой. Ты чужой, понимаешь? И я прочувствовал все вот это. И я вспоминал эти моменты, когда бабушка рассказывала, когда они спускались с поездов, и к ним подходили, кто-то спускался в Казахстане, к ним казахи подходили, понимаешь? Кто-то в Узбекистане, к ним узбеки подходили. И у меня было такое ощущение, я приехал в Бельгию, и я маме своей все время говорю, мам, мы что сейчас, говорю, точно так же, говорю. Ну, она говорит, ну не так же, типа, я говорю, не, ну понятно, мы как бы и с баулами вылезли, там, что у нас там было, а приехали нормально, с деньгами и так далее. Но ощущение, ты приехал в чужую страну, непонятно, что тебя ждет, ты не говоришь на их языке. Слушай, ну какая у тебя сильная мама? В чужой стране, без языка и без поддержки и так далее, уже, знаешь, как-то вот на подсознательном уровне какой-то страх, да? Конечно, конечно. А она берет, все она бросает за 40 и идет лет, на этот страх. Ей за 40 лет, а она едет с двумя детьми, не говоря на языке, ни на каком, кроме русского. Это был тот человек, который всегда говорит, главное, говорит, Костя, не стесняйся. Я помню, когда она меня привела первый раз на курсы танцев, мне было 8 лет, и я прихожу первый раз на курсы танцев, где было 40 девочек и 2 мальчика. Я смотрю, все девочки, и мне мама говорит, одень вот эти штаны, тебе надо типа туда идти. И я смотрю, это лосины, просто лосины. А тогда были, знаешь, не лосины, это были как типа гамаши, помнишь, здесь с петелькой на ноге. И я говорю, мама, это же дома перед сном надо одевать. Что за издевательство, да? Как я сейчас это одену? Перед девочками. И она говорит, нет, это профессиональные танцы. Ты должен пойти. Я помню этот переломный момент, когда я выходил, я держался вот так вот. Я шел, и на меня все смотрели. И было движение, ты не поверишь, мне надо было крутить бедром, переставлять ноги перед собой. Я не могу это представить. И это было настолько, мама, я не буду это делать. Она говорит, делай со всеми девочками, смотри, какие они красивые. Я говорю, да мне все равно, какие они красивые. Я чуть не в слезах, я сел, короче, на трибуну, ну вот здесь. И я говорю, я не пойду. Она говорит, нет, иди. И все, первый урок, второй урок, и все. У меня потом были гастроли по Владивостоку, в разных концертных залах. И потом наступил такой момент, когда отец через 3 года понял, говорит, какие танцы, говорит, Роза, говорит, ты о чем? И меня отец отдал в тэквондо. И все. Ну, слушай, но зато ты теперь не стесняешься, как тебе мама говорила. То есть стеснение просто вышиблено. Как рукой сняло. Да. У тебя жена, у вас общий бизнес, она своего ничего не развивает, она Нет, помогает тебе? У нее своя карьера. Моя супруга, она работает в юридической конторе. Да ты что? Да. Я не знала. Она работает в юридической конторе уже 4 года. Мы с ней познакомились 17 лет. Это было... Подожди, это было в Бельгии? Да. А она откуда? Она с Ташкента. Мы познакомились в Бельгии. Да ты что? На чате. И когда был этот момент, где работать, она сказала, что я пойду в ресторан работать с тобой. И оставила свой диплом.
Потому что она понимала, что она будет работать с понедельников до пятницы, а я буду с пятницы до воскресенья. И мы не будем друг друга видеть. Мы проработали из-за этого решения с ней, наверное, 10 лет вместе, каждый день, с утра до вечера. Знаешь, был карантин. Да, все да, тоже да. там, как вообще там с мужем вместе проводить столько времени. Мы с Сережей весь карантин, он работает не у меня в компании, ты знаешь, он работает в другой компании, логистической. Но пока был карантин, он работал из моего офиса. Потому что у меня тоже людей в офисе не было, и мы приезжали вместе. И мы круглые сутки, то есть мы дома вместе, потом встали с утра, поехали в офис вместе, потом домой поехали вместе. И вот так мы 2 месяца. И ты знаешь, что мы делали? Иногда, когда мы ездили на 2 машинах, домой, там, туда-обратно, мы звонили друг другу, и по дороге домой разговаривали по телефону. Вот и вам это классно? Вместе. Вам нравилось? Конечно, ты что? Как проходит твой день? Какой у тебя сейчас график? Я встаю где-то примерно в 6 часов. Но после коронавируса были такие тяжелые времена, когда общий транспорт не работал и так далее. И я решил, чтобы начинать пораньше, надо ездить за ребятами, те, которые не могут приехать без машины. И я начал ездить за сотрудниками. А сколько сейчас у тебя человек работает? Сейчас в штате 4, плюс я 5. Это, как бы. И ты тоже сейчас на кухне? Сейчас я работаю. Как вообще ребята отреагировали, то, что ты за ними заезжаешь? Они очень круто, они отнеслись к этому очень позитивно. То, что, во-первых, я не сократил их, хотя работа в определенный момент была меньше. Я всегда искал теплые отношения между боссом и сотрудником. И всегда как-то мне попадались такие люди, которые меня ставили на правильную дорогу, можно сказать, знаешь, которые обучали меня, которые со мной время тратили. Это очень важно. И я думаю, что с сотрудниками это как лотерея. Знаешь, есть, ты можешь идти, и постоянно к тебе будут приходить сотрудники, которые приходят на работу как на работу. Вот у нас с тобой такие профессии, которые надо любить. Ты не можешь прийти на работу, просто взять камеру и ходить. Это должна быть страсть. Ты должен это видеть, под каким углом, как это сделать. Это все. Да, то же самое у нас на кухне. Ты, когда тебе приходят и говорят, у тебя завтра кейтеринг не предназначен на 100 человек, сможете? У человека должно быть, да, конечно, мы сможем, там мы сделаем. Это страсть. И вот таких людей найти. То есть ты ищешь в сотрудниках страсть? Да. Ну вот я сейчас подготовил, все вроде нарезал. Сейчас мы будем делать маленькие бургеры. Ну, это называется бао-банс. Это корейское блюдо? Нет, это, можно сказать, оно азиатское, но именно слово бао-банс это китайское. А сегодня мы делаем корейское. Потому что я сделал все корейские салаты знаменитые. Я сделал булочки по корейскому рецепту. Но я изменил немножко рецепт мяса. В основном корейцы делают из фарша, из мяса, которое кладется вовнутрь, и все это вместе запекается. А я решил все это сделать отдельно, сделать типа в стиле бургера, потому что, опять-таки же, о бизнесе, это будет очень удобно. Сделать заготовки. У тебя отдельно заготавливается мясо, отдельно заготавливаются булочки, и ты все это комбинируешь. Я всегда работал на фронт ресторана. Я был уникальный официант. Я мог сделать так, чтобы соседний стол начинал друг с другом разговаривать, и они знакомились. Атмосферу я создавал. Понимаешь, я приходил, я помню, у меня был такой момент, я не говорил по-голландски, я проходил мимо одного ресторана и своей жене говорю, блин, как бы я хотел здесь работать. И она такая, пойдем зайдем. Мы заходим, и она такая начинает ей объяснять, вот у меня муж закончил школу, тогда, туда, и так далее. Она говорит, окей, позови его. Я прихожу, она вытаскивает билет с бара и такая говорит, прочитай, что там написано. Я так на нее, на супругу, говорю, что она у меня спрашивает. Она говорит, ну прочитай, можешь прочитать, что там написано? Я говорю, ну да, кола лайт. Она такая, ну все, завтра приходи работать. Ты не представляешь, меня заставляли пойти в подсобку, сбегать, взять картошку и так далее. И меня заставляли и смотрели на меня, как я выдержу или нет. Была запара, и шеф стоял на горячем цеху. И он что-то делал, и я увидел, что там что-то горит, что-то подгорает. Я подбежал, все переправил, все сделал, и он увидел эту страсть во мне. И просто сказал всем ребятам, вот ему
показывайте все, что он не спросит. Я начал с первого. Это хлеб. Свежий хлеб. Чтобы ты понимала, свежий хлеб надо было приходить в 5:30 и делать замес 3 разных хлеба и ждать 45 минут, пока этот хлеб подымется. Все время у меня были какие-то косяки. А косяки случались, потому что коллеги где-то подставляли, где-то не досказали в рецепте. И я никогда не забуду, я делал 2 замеса, и второй замес я уже сделал, и сижу, заглядываю в духовку, и они у меня просто не поднимаются. И я уже не знаю, что делать, я просто психую, собираю вещи и еду домой. А я ездил домой где-то 25 минут на машине далеко от ресторана. Я приезжал домой, я знал, что мне дома можно было пробыть всего лишь 25 минут. Я приходил домой, садился на диван, брал подушку вот так с дивана, брал ее вот так, ложился в диван и просто кричал в истерике в эту подушку. Когда супруга подходила ко мне, говорит: Костя, ты что делаешь? Увольняйся, ты что? Я просто говорю: я не сдамся. Они меня не сломают. Я говорю: я научусь делать эти печенья, я научусь, говорю, я буду вовремя приходить, первее них всех заканчивать. Ты вот рассказывал, пока мы ехали, что ты пишешь рецепты, как творишь. Да, Я да, прям представила тебя, как ты с пером да. в руках. Да, Где-то да, при свече пишешь рецепты. Нет, в просто основном это происходит не при свече. В основном это происходит, когда я после хорошего вечера, после пару баночек пива, и у меня такое хорошее настроение. Иногда просто, получается, сидишь, смотришь какой-то фильм или... И не можешь просто расслабиться, пишешь да, рецепты. да, Ну, да. понятно. Знаешь, я иногда стесняюсь там или перед клиентом, и у меня такой: давайте я вам, как бы сейчас нету времени, мне надо там ехать, я вам сегодня вечером все отправлю. И вот мне надо найти этот момент, я часто куда-нибудь один, заезжаю в какую-нибудь кафетерию или что-нибудь, я просто сажусь, сначала начинаю фильмы на YouTube смотреть, понимаешь? Ты что, Костя, ну Да. то есть то, что ты рассказываешь, это прям чистое творчество, то есть ты ищешь вдохновение. Я думала, что у тебя есть там книга рецептов, Нет, которые это, уже проверены. это читеры. Это читеры, которые, знаешь, они просто начинают брать что-то готовое, там, переделывать и так далее. Вот этот ступор, он приходит еще иногда из-за того, что как повар и совмещать это как бизнес очень тяжело. Ну, это невозможно, Вот здесь, да, наверное? да, практически это... Ты больше повар или бизнес? Ты выбрал уже для себя? Вот у меня сейчас такая дилемма в жизни, я не понимаю вообще, где я нахожусь, потому что я и то не могу оставить, и в это полностью я не могу внедриться, потому что я боюсь за то. Что ты кладешь в бургеры? Смотри, я кладу сначала соус Да. на базе свечили, майонеза и горчицы. Да. Потом мы кладем маринованную свинину, обжаренная на гриле. И сверху кладем корейский салат. Морковку, огурцы, капусту и свежий кориандр. И все это кладем сюда. Ну, это такой открытый, Открытый сэндвич, бургер, да. Какое самое дорогое блюдо в своей жизни ты готовил? Хороший вопрос. Наверное, было в Бельгии. Естественно. Мы делали лобстера в 3 видах, Да. и все это украшали черной икрой и золотистыми листьями. На одного человека стоило 375 евро. Вот так, как бы... Ну, вот там И было там как было совсем- дифлопе. Да, там Самое было как лучшее же- да, дифлопе. да, да. Что такое дифлопе? Он у нас лучший в Москве. Да. И Понятно. поэтому тогда для меня это было просто истерика, Ну, когда подожди, я это готовил. Ты его попробовал немножко? Нет. Ну, ну как? Слушай, мне всегда Я интересно. попробовал все отдельно, Да. когда готовили. Но вот в этой комбинации цельно вот так, чтобы для себя приготовить, мы это не делали. Про принципы. Что для тебя бизнес? Есть у тебя какие-то такие моменты? Ну, например, у тебя ресторан, твой любимый, твое детище. И к тебе приходит в ресторан человек, которого ты ненавидишь, который вставлял тебе палки в колеса в предыдущем бизнесе и так далее. Ну или просто, не знаю, кто-то, кого ты очень не любишь. Ты его обслужишь или ты закроешь двери перед ним? У меня был недавно такой случай. Да ты что? Да.
Я прекрасно понимал, какой это человек, какое у меня отношение с ним. Я знал, что этот праздник заказывает его супруга. Да, потому что им посоветовали, они хотели взять хорошего качества кейтеринг и так далее, и так далее. Они знали, что это ты? Да. То есть их это тоже не смутило? Да. И мы как бы сделали вид, как будто ничего не было. Мы сделали обоим как бы приятно. Они получили качество своего кейтеринга, и я сделал профессионально, я обслужил. Да, естественно, я не присутствовал все время на тот момент там. Я приехал, я все проконтролировал, мы все сделали, я уехал, мы собрались как бы. Это так, бизнес это бизнес. Это больше не что-то мое личное, это целый процесс, от которого зависят люди, от которых получают зарплату. Ну, я тебя поняла, да. Я тебя поняла, потому что в какой-то момент ты понимаешь, какая ответственность. Ответственность, всегда. После того, как у тебя начинает уже нарабатываться штат, ты всегда думаешь об этом. Мой продукт зависит от рук людей. А помнишь, ты рассказывал, ну вообще были такие истории, когда тебя подводили? Ну вот прям вот ты смотришь и думаешь, господи, ну вот как они могли эту булку так испечь? Да, было. И ты красный от стыда. Да, ну было. Вот как вот? Ну я не знаю, как в твоем бизнесе это привести. Это снимать без не снять объектива крышку. Ну да, слушай, Ну вот как всяко бы, бывает. понимаешь, он нажал и стоит как бы. Ну Вот. что, ты увольнял? Да. Я не увольнял за одной ошибки, я увольнял из-за Сколько процесса. ошибок должен совершить человек? Ну, этот человек для меня совершил 4 большие, которые я не мог. У меня тоже была такая ситуация. Это было, наверное, уже сколько, 2 года назад. От меня в один день ушли все сотрудники. Я тебе не рассказывала? Нет, Просто встали и ушли. чё себе. Они хотели меня наказать. Ну, как меня Потому на что я самая коронавирусе. умная. Да. Ну ничего страшного, как бы я очень ценю, что эта ситуация была в моей жизни. Я для себя в определенный момент решила, что, и всем об этом всегда говорю, что вот у нас, вот если ты вот с нами в команде сейчас работаешь в штате или просто работаешь на проекте, мы все должны кайфовать. Да? Мы все должны получать удовольствие. Страсть. Да, работаю просто большую часть своей жизни, провожу именно на работе, в офисе, на съемках. И если я себя чувствую некомфортно, мне с кем-то неприятно разговаривать, или я чувствую к себе плохое отношение, и я не хочу даже время свое на это тратить. И, а конечно, ты это не замечала, когда до того, как они от тебя ушли? Ты знаешь, мы учимся. И в какой-то момент я поняла, что я очень рада, что они ушли. Потому что, во-первых, им стало лучше в другом месте, где они сейчас. А я нашла тех, кто мне ближе по духу, понимаешь? Которые больше меня понимают, которые больше со мной на одной волне. Вот. И по факту все остались довольны. Да. Ты знаешь, что вот у тебя есть свои правила в профессии? Угу. У нас есть очень важное правило. Сначала накорми оператора. Да, я слышал про ваше... просто самое важное, что может быть. А потом продюсера. Хорошо, согласен. Вот, поэтому Угощайтесь, я буду еще делать в промежутках, чтобы всем хватило. Сейчас, знаешь, так камеры просто упали. На пол, ага. Это вот если я приеду на базар в Ташкент, первое, что я сделаю, это я пойду на базар, наверное. Вот эти вот казаны с пловами, которые на улице, шашлык и салаты, я, наверное, первое просто окунусь в эти вкусы и так далее. Костя, очень. Да? Но булочка твердая. Нет, булочка должна просто мягкая. Нет, мягенькая, нормально. Да? Да, божественно. Я всегда хочу что-то вот быстрее. Я всегда хочу, чтобы оно решалось как-то иначе, чтобы это все было там недостача. И я иногда сам себе ставлю палки в колеса. И я вижу это. Может быть, я бы сказал себе 5 лет в будущем, как бы, что, смотря сейчас на себя, что потерпи, все это будет. И самое главное – это быть приземленным. Это очень важно. Я тебе объясню почему. Потому что я, когда мне было 22, я очень сильно оторвался от этого мира. Потому что в 22 я думал, что я все. Я успешный, молодой человек. Люди в 40 лет столько не добиваются.
Я был такой отвратительный человек. Я разговаривал со своими друзьями, типа, ты кто вообще? Что у тебя было? Что ты вообще есть? И после того, когда я все это потерял, я ощутил то, что оказывается-то после всего этих денег, этого всего, что было вокруг тебя, ничего не осталось. И я учел очень сильный урок. И после этого я как бы начал ценить вот другие вещи. Спасибо, давай. Спасибо. Спасибо тебе. Вау, молодцы.